Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже есть много рецептов картофеля, запеченного в духовке. И сегодня хочу поделиться с вами еще одним классным рецептом. Этот картофель получается просто невероятно вкусный. Хрустящий сверху, нежный внутри, с ароматом сливочного масла, розмарина, тимьяна, специй. И готовится он очень быстро и просто. Такой картофель можно подать и к ужину, и к праздничному столу. Для рецепта мне понадобится для моего рецепта я использую картофель вот такого небольшого размера. Та картошка, которая чуть крупнее, я разрезала пополам. Ставлю картофель немного привариться. Добавляю пол столовой ложки соли. И теперь в зависимости от того, какой у вас картофель, какого он размера, на какие дольки вы его порезали, привариваем его примерно в течение 8-10 минут. У меня картофель достаточно крупный, поэтому я буду приваривать его в течение 10 минут после закипания. Подготовлю смесь с оливковым маслом и сухими специями. Добавляю в миску 3 столовые ложки оливкового масла рафинированного. Добавляю соль, немного черного перца, чайную ложку паприки, четверть чайной ложки куркумы. И также по желанию можно добавить хлопья перца чили. Добавляйте их по своему вкусу. Я добавляю пол чайной ложки. Мы любим немного острое. Хорошо все перемешиваю. Так специи более равномерно распределятся на картофеле. Картофель приварился, снимаю его с плиты. Рекомендую использовать сорта картофеля, которые не развариваются. Выкладываю картофель в миску со специями. Хорошо стряхиваю воду. Теперь можно либо все аккуратно перемешать, либо просто стряхнуть миску, чтобы весь картофель покрылся вот этими ароматными специями с маслом. У меня миска не слишком большая, поэтому я буду перемешивать. Я подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой и выкладываю сюда картофель. Добавляю все специи. И теперь очень важный момент. Противень должен быть достаточно большой, чтобы картофель лежал в один слой. Тогда он будет подрумяниваться со всех сторон. Сейчас отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. В ту же миску, в которой я перемешивала картофель со специями, добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю 4 зубчика чеснока. Только его разрезаю на 4 части. У меня такой крупный чеснок. Я его почистила. Можно чеснок и не чистить. Можно добавлять его такими целыми зубчиками, только раздавить. Это нужно для аромата. Также я добавляю несколько веток свежего тимьяна и несколько веток розмарина. Немножко розмарин, тимьян и чеснок вот таким образом помну. И оставлю пока постоять, пока у меня запекается картофель. У меня прошло уже примерно 30 минут. Может быть, чуть-чуть больше. Посмотрите, какая картошечка. Она уже начинает подрумяниваться. И сейчас сюда я добавлю вот это ароматное масло с чесноком и с травами. Немного все перемешиваю, чтобы весь картофель покрылся вот этим ароматным маслом сливочным. Отправляю все обратно в духовку еще примерно на 15-20 минут, чтобы на картофеле сверху образовалась красивая румяная корочка. Картошка запеклась, она получилась просто великолепная. И она вот такая хрустящая. И очень нежная и мягкая внутри. Вот эти веточки я убираю, они мне уже не нужны. Также не нужен и чеснок. Они уже отдали все свои ароматы. Конечно, если кто-то любит вот такой жареный чеснок, он тоже очень вкусный.
Сверху картофель можно слегка присыпать зеленью. Если хотите, также можно еще присыпать свежим чесноком рубленым. Я присыпаю просто зеленью. И сразу подаем горячий к столу. У картофеля получается вот такая классная хрустящая корочка. И посмотрите, какой он нежный внутри. Он такой горячий, удержать в руках просто нереально. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.